Всем привет! Я сейчас нахожусь в городе Новый Тарг, и сегодня я планирую доехать на велосипеде до польско-словацкой границы. Я вообще из Новосибирска. В Новосибирске я очень много ездил на велосипеде. У меня прям с детства была мечта доехать когда-нибудь до другой страны на велосипеде. Мне казалось, это какая-то такая классная штука. Не вот именно не пешком, не на машине, а вот именно на велосипеде. Сегодня планирую эту мечту исполнить. Я живу в Кракове, и самая ближайшая точка как бы до словацкой границы от Кракова — это вот либо в Закопане, но там на велике доехать достаточно сложно, потому что есть большой горный хребет, либо, собственно, от города Новый Тарг до как бы польско-словацкой границы немножко в другом месте. Сейчас я нахожусь на станции железнодорожной в Новом Тарге. Это была самая удобная точка, откуда можно доехать до границы. И хочется сразу немного сказать о том, как устроен процесс перевоза велосипеда в дорогах Малопольши. Я приехал на вокзал, и очень удобно донести сам ровер прямо до самой станции. Велосипед. Когда заходишь в поезд, я пользовался поездом, который называется КМЛ, это Колеи Малопольский, то есть это такой поезд, который ездит именно по Малопольскому воеводству. Есть прям специальные места, куда можно поставить свой велосипед, и он закрепляется, это очень удобно. Пока все начинается классно. Единственное, я надеюсь, что сегодня не будет дождя, потому что по всем прогнозам он должен сегодня быть, и, собственно, все, можно ехать. Еще что касательно маршрута, вот я проехал Новый Тарг, и в Новом Тарге велодорожек как будто вообще не было. Как-то приходилось ехать либо там по тротуару, либо по дороге. Кстати, про Новый Тарг у нас есть выпуск на канале, если что, посмотрите, классный город. Также дальше у меня маршрут будет пролегать вокруг озера Черштынское, и, собственно, конец этого озера — это буквально граница уже со Словакией. На пути туда поеду с одной стороны озера и попробую еще заснять один замок, точнее руины замка, а на обратном пути я поеду по другой стороне озера, и надеюсь, что как бы путь будет живописный, что туда, что обратно. Сейчас я выезжаю из Нового Тарга, думал, что это займет у меня немного времени, но, как я сказал, дорожек нету. Очень много машин едет параллельно, это, конечно, сил много отнимает, но очень надеюсь, что в какой-то момент начнется велодорожка, потому что мне кажется, что я ее где-то видел. Прошло где-то, наверное, 1,5 часа с начала маршрута. Я проехал где-то 15 или 16 километров, то есть половину моей пути до Словакии и четверть моего пути до обратной конечной точки. Очень долго я искал велодорожку, но в какой-то момент наконец-то на нее наткнулся. Наконец-то я нашел место, откуда начинается велодорожка. Вот прям тут такой пункт, где можно взять велосипед на прокат. Куча велосипедов, что маленьким, что большим можно взять и поехать. А многие вот так просто приезжают. В этом месте я выключил Google карты, потому что практически вся остальная дорога, она была четко очень обозначена. Там везде были значки, куда поворачивать, чтобы ехать. Были прям такие пункты, где можно было сесть, отдохнуть. Там была лавочка. Можно было там почитать информацию про то, где ты едешь, про куда идут велодорожки, какие-то места для стоянки и так далее. Сама велодорожка, она еще идет вдоль мимо реки Дунаец. Очень красивые там такие живописные виды открываются. Мимо деревни Демна проходит велодорожка. Мы про нее тоже делали выпуск. Там находится очень древний костел, посмотрите. Как только ты выезжаешь на велодорожку, на самом деле ты начинаешь отдыхать, потому что пока я ехал, я понял, что я охрененно не люблю снимать и ехать. Я люблю либо ехать, либо снимать, но не делать эти два дела одновременно. Но, как бы, ладно. Я приближаюсь к очередной точке своего маршрута, это замок, точнее руины замка. Осталось совсем чуть-чуть, жара на самом деле ужасная, и я вообще весь вспотел. Мне кажется, дождь все-таки будет. Кажется, я
Как всегда, удачно пропустил замок Чарштынский. И по ходу дела вообще замок мимо объезжаю. Это на самом деле самый тяжелый подъем, который пока мне встречался. Он не сильно крутой, но он долгий. Как я понял по карте, я сейчас проехал 30 километров. Хотя мне вроде бы всего до границы нужно было ехать 30. Я наконец-то поднялся в эту горку. Какая-то получилась путаница с маршрутом. Я сейчас заезжаю в Пенинский народовый парк. И мне Google карты показывает ехать в объезд. Но через парк есть дорога короче. Надеюсь, она будет правильная. Я вот сейчас забрался наверх. И здесь лучше чувствуется, что и видно тучу вдалеке. Блин, только бы не дождь, а? Только бы не дождь. Еще, получается, в самом центре маршрута только будет. Ё-моё. Я немножко заплутал, и со мной произошла очень странная ситуация. Я вот заплутал на этом поле и на вот этом виде, и спросил у проезжающих мимо людей, где я здесь могу, как мне здесь выехать к польско-словацкой границе, к которой я еду. И со мной разговаривался мужчина и начал мне рассказывать, как я могу проехать и так далее, и так далее. Ну и потом спросил, откуда я, с Украины или с Беларуси. Я ему ответил, что я из России. Такой сказал: а здорово, я тоже работал когда-то в России 6 лет и много в России знаю. Откуда ты конкретно? Я сказал: с Новосибирска. Он сказал: о, здорово. И, ну, так мы с ним немножко перекинулись словами. Единственное, что он мне сказал странно: не говори в следующий раз, что ты из России. Мало ли, какие бывают люди с этим Путиным. Очень хотелось в этом красивом месте взлететь на дроне, показать виды, но меня предупредило приложение, что это парк народовый, то есть национальный парк, и снимать здесь просто так нельзя. Но виды здесь, конечно, очень классные. Мне осталось совсем чуть-чуть на границе. Карта показывает 5 минут. Вот я и доехал до польско-словацкой границы. Со мной речка Дунаец. По ней проходит граница между Польшей и Словакией. Тут такое небольшое село, приграничный пункт. Что удивительно, заезжаешь, и практически ничего нет, кроме вывески для автомобилистов, что началась там Словакия, и, ну, типа, обозначение каких-то знаков дорожных и так далее. Осталась небольшая такая арка, наверное, была граница, ну, раньше когда-то, когда был приграничный пункт, она служила каким-то переходом. Сейчас там ничего нет, просто пустая арка. В общем, мне кажется, так просто должна выглядеть граница, когда твой друг не дебил, и когда вы можете нормально друг к другу ездить в гости. Я забежал в небольшой магазин, купил Лене в подарок какие-то словацкие шоколадки, которые называются Зазвур, но особо никаких там сладостей местных не увидел. Это странно. Можно на границе продать что-нибудь такое местное, интересное. В общем, ветер все сильнее, наверное, это слышно на камере. Сейчас быстро перекушу, напяливаю дождевик и еду обратно. Если вы ждали в этом видео, исполнится моя мечта или нет, и доеду я до Словакии, то она исполнилась. Можете ставить лайк, хотели вы тоже доехать до Словакии. Я постараюсь дорогу обратно тоже заснять. Если вам интересно, оставайтесь, посмотрим, что будет. Я уже еду обратно, и погода сегодня абсолютно отвратительная, потому что дождь абсолютно отвратительный. Он идет именно вот на том уровне, когда он и не сильный, но при этом невероятно бесит. Я сейчас нахожусь вот возле Запруды и возле замка Недзица. Как я уже сказал, моя дорога обратно, она пролегает по другой стороне вот этого озера Чарштынского, рядом уже с другим замком. И здесь тоже есть велодорожка, я как понимаю, она идет прямо на границе со Словакией. То есть, если бы я ехал изначально с этой стороны, было бы гораздо удобней. Поэтому, если будете ехать когда-то в Словакию, лучше держаться этой стороны, конечно.
остановился на вот такой точке, то есть точка для отдыха на велосипеде. И вот на этой карте я заметил, что есть прям точки для велосипедистов, где, допустим, вы можете там починить велосипед. Помечена трасса, по которой вы двигаетесь. По этой стороне озера, где я сейчас еду, идет трасса Велодунаец. То есть это трасса, которая как бы берет всю эту речку, то есть она уходит в Словакию. Это часть вообще каких-то таких больших европейских трасс. Можно их в интернете найти, ссылку я, может быть, оставлю в описании. Переслушиваю видео, которое я записываю, и понимаю, что у меня в лексиконе не так много слов, кроме здорово и классно. Но, блин, я реально хочу выразить большое удивление тому, как все удобно придумано для велосипеда. Потому что я, когда ездил в Новосибирске, блин, я ездил по каким-то жопам, где нет никаких дорожек. В этом тоже есть свой вайб. И я знаю, что в Польше есть трассы, где типа можно прям, ну, тоже ездить по всяким лесам, где не будет никаких там велодорожек и все такого. Но, блин, если вы едете с семьей, там, или вы начинающий велосипедист, блин, вот это вообще удобное место. То есть некоторые же люди, они там, не знаю, буквально устают каждый, там, не знаю, 200, 300, 500 метров, километр, а тут, как бы, блин, едешь, остановился, отдохнул. Вообще супер. Вообще респект за то, что есть такая велодорожка. Все-таки по пути домой я выехал из национального парка, погода более-менее улучшилась, и я смог взлететь на дроне просто в офигенном месте. И, блин, посмотрите. С дрона классно видно, собственно, сам маршрут весь именно вот той стороны, где он проходит, то есть вдоль вот этих деревень, которые там тянутся, вдоль берега. Также немного видно саму велодорожку, по которой я вот сейчас еду. Ну, то есть вот этот вид, который дрон заснял, это то, что я сейчас виду, едя по велодорожке. Ну что, я, собственно, уже заканчиваю маршрут. Выехал вот на такую красивую набережную, не знаю, как она называется. Наверное, сейчас сделаю здесь пару кадров. Я уже подъезжаю к городу Дембна, откуда уже начинается та самая велодорожка, про которую я уже говорил в самом начале. Сейчас сниму себя здесь с дрона. И все. Подытожу это видео, потому что у меня кончается память на камере, и уже вечереет, и мне надо торопиться к вокзалу. В общем, это был классный опыт доехать вообще до Словакии, и несмотря на такую переменчивую погоду, я вроде бы план на минимум я точно выполнил. Хочется сказать, круто, что удобно добраться до всех пунктов. Есть удобные классные велодорожки, есть удобные места, где можно отдохнуть, есть сервис, где, если что, у тебя что-то случилось, ты можешь что-то там себе починить вдруг и так далее. Наверное, это все, что я хотел сегодня записать, и заканчиваю в таком красивом месте. Спасибо большое, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если все понравилось. Надеюсь, видео получилось не сильно сумбурное. Не забывайте, что наш канал можно поддержать на Патроните или здесь на ютубе, нажав спасибо, или там спонсорство. Мы будем очень благодарны. Поэтому все, спасибо. Берегите себя.